С нами на прямой связи член Президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко. Павел, здравствуйте. Добрый вечер. Ну давайте с основного, наверное, начнем. У Лукашенко станет меньше полномочий? Я думаю, что главный вывод, который мы можем сделать сегодня, прочитав тот проект Конституции, который представлен якобы для общественного обсуждения, никаких изменений ровным счетом не произойдет. У нас на этот счет никаких иллюзий. Тот человек, который узурпировал власть в Беларуси сегодня, он сделает все для того, чтобы сохранить эту власть вечно. И все изменения, псевдоизменения, которые там заложены, а именно направлены на это. Ну, во-первых, мы должны понять также, что в той ситуации, в которой находится белорусское общество, проводить какие-либо плебисциты – это кощунственно, когда тысячи репрессированных, десятки тысяч прошли через задержание, политические заключенные, нет свободных СМИ, задерживаются наблюдатели за наблюдение еще за прошлыми выборами, когда за подпись на кандидаты на президента увольняют людей, увольняют сотнями, тысячами ежедневно, когда выносятся такие ужасные сроки приговоров. В каком вообще избирательном процессе или процессе, связанном с референдумом, может идти речь? Опять же, Лукашенко нелегитимен в глазах большинства белорусов и международного общества, поэтому у него нет и прав, и полномочий, чтобы назначать подобные референдумы. Зачем, опять же, назначать референдум по изменению Конституции, если нынешняя Конституция абсолютно игнорируется этой властью? Можно все что угодно написать, но главное же, мы понимаем, проблема в этом конкретном гражданине, который узурпировал власть, и той системе, которую он создал вокруг себя, подконтрольной. А давайте вот об этом еще гражданине, Павел Павлович. Вот он в этом новом проекте прописано, что президент, один и тот же человек, может быть лишь 2 срока на посту президента. Как думаете, он обнулит свои сроки и пойдет на новые 2, или уйдет на пенсию, возглавит Белорусское собрание? Каков ваш прогноз? Я позволю себе утверждать, зная этого гражданина лично, что этот человек не уйдет сам, и он будет делать все для того, чтобы сохранить свою власть вечно, как я сказал. Здесь он фактически вводит тройной кордон защиты. Но прежде всего, эта Конституция, изменения дают возможность ему обнулить срок и избираться вновь. Так что от сегодняшнего дня мы можем где-то насчитать 13,5 лет у власти, которую он может сохранить в должности президента, фальсифицируя выборы и насилием добиваясь тех результатов, которые он добивается сейчас. Почему 13,5? Это мы говорим до 2025 года и потом 2 срока по 5. А в 2025 уже, в общем, выборы по новой Конституции, поняла? Да, по новой Конституции, так заложено в этом проекте Конституции. Следующий элемент защиты, он может перескочить в кресло председателя так называемого Всебелорусского народного собрания или совмещать, как предполагается в этих изменениях, должность и председателя ВНС, и президента Республики Беларусь. Пожизненный иммунитет, который он вводит возможность быть членом Совета Республики пожизненно, членом того же ВНС пожизненно. То есть фактически мы тоже должны понять, что создается Конституция с 5-й ногой. Да? То есть вот вводится этот институт уникальный. Наверное, нормотворчество конституционной Европы не знало никогда таких прецедентов. Когда над законодательными органами власти вводится еще над законодательно, то ли исполнительный, совмещенный с различными функциями власти орган, так называемое Всебелорусское народное собрание. Это прецедент, я думаю, в мировой европейской практике. И фактически мы понимаем, что это лишний орган, который будут кормить белорусы. Как он будет избираться, неизвестно. А вот это был, собственно, мой вопрос. Я сегодня внимательно прочитала все эти изменения, и мне непонятно, как будет формироваться, с первого раза даже не выговоришь, собственно, этот орган. Но он же будет не избирательный, я правильно понимаю? Заметьте, что это как раз отсылочная норма, которая закладывается нормотворцами, если их можно так назвать, в проект Конституции. То есть это должно быть предусмотрено соответствующим законом. Но предполагается, что ВНС будет состоять из тех же госчиновников, то бишь представителей законодательной власти парламента, местных органов власти, исполнительной власти, потому что там идет по иерархии, начиная с президента, сегодня нелегитимного и так далее. Из тех же судей, которых будет назначать, собственно, сам Лукашенко. Да, то есть фактически самое интересное, что этот орган
будет потенциально принимать решения, например, о судебной власти, назначать судей. То есть те же судьи сидят в ВНС, и сами же председатель Верховного суда будет назначать самого же себя в этом ВНС. То есть там такая взаимоувязка идет, нет разделения властей. По кусочкам вырваны разные полномочия с разных структур. И это, еще раз говорю, пятая нога в Конституции, пятая нога в управлении государством. Но одна причина — это подать видимость каких-то изменений, которых обещал Лукашенко, или потенциально в случае кризисной ситуации перескочить в кресло ВНС. Но речь ни о каком выполнении требований народа, когда он, кстати, тоже обещал: мы изменим Конституцию, мы проведем досрочные выборы. Об этом он уже абсолютно молчит. В переходных положениях Конституции вообще закладывается, что перевыборы местных органов только в 2024 году. Они получают дополнительно 2 года срока полномочий. Выборы же должны состояться в феврале. Парламент в 2024 году. Про президента ни слова, значит, это 2025 год. Все наши инсайды о том, что он на оперативных штабах говорил: я буду править этой страной до 2025 года, подтверждаются. То есть человек абсолютно не хочет отказываться от власти. А говорил, что будет до 25-го и все, и финал, или как минимум до 25-го, а там посмотрим. Вот тут как раз таки ответ очень главный. Или это продолжение. Лукашенко — это тот человек, который болен властью. Он никогда не откажется от нее. Соответственно, он закладывает формулу обнуления сроков. Из 2025 года 2 раза по 5 до 81 года он может вновь избираться президентом Республики Беларусь. И одновременно быть председателем Всебелорусского народного собрания. Еще иметь 2 кресла. Не откажется он от власти, от контроля над силовым аппаратом никогда. Это угроза ему. Да, Павел, там прописано еще... Он иммунитет закладывает, может быть, для чего? В случае, если какая-то кризисная ситуация, у него будет время убежать, скрыться, попытаться уйти от ответственности, потому что есть иммунитет определенной Конституцией. И демократические силы как бы формально, ну что ж, они будут нарушать Конституцию. Но мы не признаем изначально этот документ. Уже все, он не правовой, потому что не обладает полномочиями Лукашенко назначать этот референдум. В этом же проекте указано, что исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств. Может ли это гарантировать Украине не нападение с территории Беларуси? Потому что после его осенних заявлений о том, что в случае обострения или начала большой войны между Россией и Украиной он займет позицию России, стало в Украине не по себе. Ну, вы знаете, конечно, очень тяжело так сходу вам дать трактовку Конституции предполагаемого или, так скажем, предполагаемого узурпатором нового закона, основного закона страны. Но в старой Конституции был заложен тезис о том, что Беларусь стремится к нейтралитету. Поэтому сейчас этого нормы вот убирается. Эта норма изъята. Это уже, значит, мы отказываемся от позиции нейтралитета. Значит, он четко сказал: наш союз — это союз с Россией. Соответственно, все действия, которые будут осуществляться Россией, мы будем поддерживать. Опять же, есть там же отсылочная норма к международным договорам. Вопрос, как он трактует договоры коллективной безопасности или союзнические соглашения с Российской Федерацией. Может быть, здесь зарыта это та собака, благодаря которой он может и использовать этот инструмент в какой-то агрессии в отношении Украины. Поэтому я здесь не давал бы однозначных трактовок. Все-таки необходимо это еще внимательно проанализировать. Но опять же, посмотрите, людям, белорусам, дается 1 месяц на обсуждение основного закона страны. Никакого обсуждения он не ждет, он ему не необходимости. А вы попытаетесь участвовать в этом обсуждении? Прошу прощения? Попытаетесь принять участие в этом обсуждении? Ну, вы знаете, я, так скажем, для того, чтобы улыбнуться, направил сразу, благодаря нашим телеграм-каналам, они дали ссылку на соответствующий правовой портал, где можно писать замечания. Я написал, что одно единственное замечание или один закон, который нужно принять в Беларуси, о назначении и проведении в течение 60 дней, в соответствии с этой Конституцией, которая сегодня действует, новых выборов президента Республики Беларусь. Поэтому демократические силы обращаются ко всем белорусам в Беларуси идти на этот псевдореферендум и показывать свое несогласие с преступлением, которое осуществляет Лукашенко. 2 раза ставить крест против и за этой Конституции. Это незаконное, неправовое решение, не отвечающее интересам нашего общества. Мы должны показать власти, нелегитимной власти, что мы сила, и белорусский народ является субъектом. И хватит уже вить с нас веревки и навязывать свою волю.
Спасибо вам большое за высказанную позицию в нашем эфире. Член Спасибо. Президиума Координационного совета «Белорусская оппозиция» Павел Латушко. Спасибо.